Вижу, что тебя тема эго вставляет. Каждый человек имеет свое эго. Да, чувство собственной важности, ложная личность. Ну, как бы представитель дьявола, его некоторые называют. Идеально. Эго — это хорошее. То есть внутри Спасибо. меня я четко должен понимать, с чем я работаю, с какими привычками. Возвращаешься к себе, и у тебя получается ресурс. Ефим Михайлович, вот скажите, пожалуйста, а что такое эго? Но если говорить языком дзен, эго — это то, что не является тобой. Это то, что не является... Ефим Михайлович, тогда кто я? Вот это вот важно. Ты в этой ситуации являешься сознанием. Сознание, в моем понимании, это высшая форма разума. Потому что эго — это самая низшая форма ума. Это некий внутренний диалог, который имеет каждый из нас. И это такая пластинка, которая вечно играет на одну и ту же тему. У кого-то это тема фобий, страха, у кого-то тему «я самый лучший», у кого-то это тема «я хочу такое-сякое», понимаешь, разные. У кого-то это зависть, ты завидуешь, у кого-то это ложь и так далее. Вот все, что вы назвали, Каждый, вот как каждый раз из энеотипов, по большому счету, имеет свое эго, если говорить так. Ага. То есть у каждого эго разное, то есть нельзя ставить какую-то одну гребенку и говорить, что вот эго такое. Каждый человек имеет свое эго, и оно идеально. На самом деле у ребенка эго нет, но потом, как ни странно, оно начинает возникать. Возникает оно всегда в определенном возрасте. Вот. Если тот же Иисус говорит, да, будьте невинны, как дети. То есть у ребенка нет эго, это правильно ты сказал. Но оно возникает. Возникает из-за неправильного вообще формы существования человека как явления, да. Ефим Михайлович, вот смотрите, эго на слуху у каждого. Каждый вроде понимает, что такое эго, но когда начинает что-то говорить, четко становится ясным, что понятийные ряды вот у всех разные. Поэтому можно ли дать какие-то синонимы эго для того, чтобы понять, а что такое эго? Еще одно из понятий таких крупных – это чувство собственной важности. Эго, еще одно из понятий крупных – это ложная личность. Ну, как бы представитель дьявола, его некоторые называют, потому что эго мешает человеку и замещает его внутреннюю жизнь на себя. Ну, как бы оно такое, представитель матрицы, грубо говоря, понимаешь, там. Я понял. Вот. Да, и если брать это точно, то каждый энеотип имеет свое эго. Скажем, личность Луны – это единица, критическое мышление – это суждение, гнев. Меркурий двойка – это гордыня. Тройка – это ложь. Четверка – это зависть, такие христианские грехи, да. Пятерка – это алчность. Шестерка – страх. Семерка – тщеславие. Восьмерка – доминирование. Девятка – лень. Это все представители эго. Скажите, а вот вы говорите, девятка лень, это нижняя часть. А вот если мы уходим от эго, а что мы получаем вот там наверху без эго? То есть если мы идем в положительную... Смотри, это называется в энеограмме, если мы берем энеограмму, мы немножко от эго отошли, просто взяли энеограмму, да? Существует закон 3 в энеограмме, да? Это то, что ты изучаешь в Shopsite Technology Club, да? Это позитивный и негативный аспект энеограммы. Вот есть негативный аспект энеограммы. Девятка – это лень, прокрастинация, откладывание. Тройка – ложь, создание иллюзии, вранье. Шестерка – страх. А позитивный аспект – это лень, которая превращается в волю. Ложь превращается в сознание, а страх в любовь.
Для того, чтобы увидеть свое эго, должно быть это индивидуальный код, как я понимаю, да? Правильно ли я говорю, что Да, если да. ты не знаешь себя, кто ты, то из эго ты не Куда сможешь с вами Куда ты работать и куда стреляешь? двигаться, Конечно, да? конечно. То есть конечно. двигаться У тебя вперед. эго тогда, совершенно верно, у тебя эго тогда, оно очень общее, непонятно куда, где мишень, понимаешь, непонятно где оно, очень сложно искать, поэтому всегда нужна помощь, но в работе с эго всегда нужно первое, твое желание, второе, тот, кто имеет знание, учитель с большой буквы, да, а не тот, кто понаслышке. И третья команда, которая дает фидбэк в том числе. То есть ты должен научиться, ты должен хотеть с этим работать, иначе ты эго начнет агрессировать, понимаешь? Человек же принимает себя за эго, поэтому вот у Гурджиева есть такая работа насчет эго, называется «Без саморазделения внутри человека нет свободы и нет работы с эго». У него такая работа есть, без саморазделения. Саморазделение – это понимание, где Арман сознание, а где Арман эго. Где Ефим сознание, а где Ефим эго. Спасибо. То есть внутри меня я четко должен понимать, с чем я работаю, с какими привычками. И привычки же они тоже пронизаны полностью от головы до эмоций, до поведения, до привычек тела. То есть это серьезная работа, работа с эго. И она очень сложная. Но она очень важная, потому что ты реально возвращаешься к себе, и у тебя получается ресурс. У тебя появляется ресурс, и ты потом, когда анализируешь, понимаешь, что все ошибки в жизни своей, в прошлом, да, потери денег, потери каких-то хороших отношений с людьми, это всегда эго. Эго – это, в общем-то, причина страдания в человеке, причина страдания. Поэтому человек, который не работает со своим эго, наивен и неразумен, он будет страдать. Чем быстрее ты уберешь эго, тем меньше ты будешь страдать. Единственным знанием является знание себя. Кто ты, что ты, как ты мыслишь, какой именно твоя сущность, твоя суть, что ты тройка, шестерка, девятка, пятерка. Как ты мыслишь? Это и есть твоя природа, твое нутро. А если ты имеешь нутро, то есть сущностное эго, увидел, да? Да, то у тебя есть свой список уже, он уже прописан. То есть знание, оно всегда, оно имеет разумный подход, да? Если ты понимаешь, что ты, допустим, двойка, Меркурий, у тебя есть целый список качеств, которые принадлежат твоему сущностному эго. То есть, увидя вот эти минусы, скажем так, уже ты начинаешь с ними работать. Наблюдать. Гениально. Наблюдать и работать. Работать. Если ты их не видишь, откуда ты узнаешь, что такое эго? Если у тебя нет диагностики медицинской, ты не вылечишь никакую болезнь. То есть ты, наоборот, это ты правильно. угробишь. Ты лечишь непонятно что. Давай лечиться от чего-то. То же самое эго. Если невозможно без специалиста, здесь не пройдет. Чем больше эго, тем больше ты страдаешь. Страданий больше, да, это так. Спасибо. А вот исходя из этого... Я бы эго связал с понятием страданий. Страдания. Есть люди, которые страдания не понимают, но они от этого ловят кайф, как я понимаю. То есть это тоже такая тонкая штука. Это и есть подсаживание эго, когда эго подсадило человека на то, чтобы он страдал и получал от этого удовольствие. Но смотри, если бы это было чисто страдание, то не было бы проблем, человек бы легко убрал. Но помимо страдания обязательно есть какой-то кайф. Допустим, вот возьмем элемент эго, который движется по энеаграмме, тщеславие. Мне хлопают. О, круто! Понимаешь, другое дело, ты зависишь полностью от этих аплодисментов. Понимаешь, тщеславный человек зависит от аплодисментов. Понимаешь? Лень. Хорошо. Возьми лень. Да, лень тоже вроде бы понятно, что плохо, но она же дает тебе, понимаешь, да ты ж ресурс возьми, что ты будешь париться, зачем? Потому что зачем это все надо? То есть любой элемент эго всегда дает не только страдания, но и какую-то сладость, понимаешь? Такой садомаза такой. Садомаза, который ты не видишь, да. То есть ты видишь кайф. Ой, как интересно, Ефим Михайлович. Да, спасибо. То есть ты видишь, вот посмотри на другого человека, ведь ты же эго в другом человеке, в общем-то, видишь, да?
Любой видит, да? Иисус говорит, не судите, да не судимы будете. Но ты, говорит, посмотри у себя в глазу, у тебя там лесоповал, понимаешь? А ты видишь какую-то соломинку в глазах другого. Это же и есть эго. Но человеку ж классно, что я увидел в тебе, я тебя понял. Ага, я тебя я такой великий, Оно- да, я могу да. это сделать. Поэтому, как Да, интересно. второе имя эго, чувство собственной важности. Важности. О, важный человек, нимб, да, корона на голове. Да, ну,